Всем привет, друзья! Сегодня я к вам снова с полезной информацией. Сегодня я хочу поделиться с вами очень интересным рецептом, точнее даже это будет рецепт лосьона против потливости. Когда у меня вообще возникла такая проблема, я поизучал много довольно информации в интернете и нашел очень интересный рецепт, довольно простой и бюджетный, и теперь сегодня я хочу с вами им поделиться. Надеюсь, что информация окажется для вас полезной. Состав этого рецепта 100% натуральный, все, что потребуется, это кора дуба и немного лимонного сока. Я покупаю обычно его в Магните, всегда в принципе есть в наличии. Также, если им пользоваться постоянно, то потоотделение этим лосьоном, если пользоваться, будет значительно снижаться. Также его можно наносить и под мышками, шею, ноги и так далее. Он хорошо работает. Сейчас уже, в принципе, в моей местности уже так довольно-таки тепло, и без какого-либо дезодоранта не выйдешь на улицу. И чаще всего, допустим, у некоторых людей чаще всего покупные дезодоранты вызывают раздражение. А этот лосьон будет со 100% натуральным составом, и, естественно, он не будет вызывать никакого раздражения. Так что, если вы тоже не любите покупные, как и я, дезодоранты и ищете какое-нибудь натуральное средство, то присмотритесь к этому рецепту. Итак, кору дуба нужно будет, естественно, заварить. Я буду использовать обычный заварник. Понадобится 1 столовая ложка коры дуба. Дальше беру кипяток и заливаю все это кипятком. После этого даю настояться коре дуба где-то минут 30. Итак, прошло у меня уже 30 минут. Кора дуба у меня хорошенько заварилась. Теперь переливаю в такую вот ее баночку. Теперь дальше к коре дуба добавляю 2 столовые ложки лимонного сока. Можно либо выдавить с такого лимона обычного, либо купить. Все это после перемешиваем. И, собственно, лосьон на этом готов. Даем ему полностью остыть. После того, как лосьон остыл, переливаем его в какую-нибудь такую подобную емкость с дозатором. И храним его в холодильнике. И при необходимости наносим лосьон, допустим, на такой вот ватный диск. И протираем все места, где у вас повышенное потоотделение. То есть, допустим, руки, ноги, шея, подмышки и так далее. Протираем эти места пару раз в день где-то. Этим лосьоном, конечно, нужно пользоваться чаще, чем обычным дезодорантом. И также за счет того, что лосьон хранится в холодильнике, он будет, естественно, прохладный. И после того, как наносишь его на кожу, она быстро успокаивается. Поэтому, если пользоваться этим лосьоном на регулярной основе, то, естественно, потоотделение значительно снижается. Если его регулярно еще наносить, допустим, на подмышки, то кожа в этом месте станет светлее за счет того, что в составе есть лимон. Также за счет того, что в составе есть лимон, он хорошо и приятно пахнет. То есть такой цитрусовый лимонный аромат. Так что это средство 100% лосьон, то есть работает, рекомендую, тем более впереди уже лето и, соответственно, жара. Сегодня я с вами хочу поделиться рецептом лосьонов от потливости. Если вы, как и я, не любите покупные дезодоранты из-за их вредности, то, конечно, это видео будет для вас полезным. Самое простое средство от потливости – это, конечно же, обычная пищевая сода. Можно пользоваться и сухой содой, но мне кажется, что это не совсем удобно. Как бы ты ни старался, сода все равно будет осыпаться на одежду. Но если вы все же решили использовать соду в сухом виде, то возьмите небольшое количество и распределите по тем местам, то есть по проблемным местам, где у вас потеет. Пищевая сода защищает от потливости в среднем на 4 часа. После использования соды потеешь, конечно, меньше. А если все-таки вы вспотели, то от тела не будет такого резкого и неприятного запаха пота. Но если для кого-то пищевая сода не подходит и вызывает аллергию, то можно попробовать сделать содовые лосьоны. То есть берете 1 стакан воды, добавляете 1 чайную ложку пищевой соды, размешиваете все хорошенько и протираете проблемные места. Но лично у меня из соды лосьон, то есть он у меня вызывал аллергию. Я для себя нашел 2 других рецепта лосьонов
на основе листьев шалфея и из ромашки. И сегодня я и покажу эти два рецепта. Буду показывать одновременно, так как все делается довольно быстро. Итак, взял я две емкости, две баночки вот такие вот, налил в них кипяток, то есть по 300 мл в каждой кипятка. Теперь в одну из банок добавляю 2 пакетика ромашки, а в другую баночку, так как оно у меня тут не в пакетиках, добавляю где-то чайную ложку листьев шалфея, где-то вот так вот с горкой прям. Все размешиваю тут. И здесь тоже оставляю. Да, оставляем, то есть, чтобы все хорошенько заварилось. И после того, как даже заварится, я не жду какое-то определенное время, я оставляю до полного остывания. То есть закрываю баночки. И даю полностью остыть. Итак, лосьоны у меня полностью остыли. Лосьон с шалфеем полностью готов. То есть его останется только так, как у меня был он заварной, то есть не в пакетиках, останется его процедить, и он готов. Ничего больше добавлять в него не нужно. А если он бы был в пакетиках, как ромашка, то вообще, то есть даже и процеживать не нужно, он сразу готов. А лосьон с ромашкой, в него еще нужно добавить 1 чайную ложку пищевой соды. И хорошо размешиваем. И теперь лосьоны готовы. Можно оставить в этих емкостях, баночках, кому как удобно. Можно перелить в такую подобную емкость с дозатором. И теперь я расскажу, как хранить и пользоваться этими лосьонами. Как я уже и говорил, что я лосьоны эти чередую. Когда заканчивается, допустим, лосьон с шалфеем, я применяю лосьон с ромашкой и содой. Ну и так далее. То есть в среднем эти лосьоны действуют около 4 часов. За день ими воспользоваться нужно будет где-то кому как, но около 2-3 раз. Храним в холодильнике, и также их после, когда они охладятся, очень приятно их наносить на тело прохладными. Тело обязательно должно быть сухим, просто берете ватный диск, прям так, либо берете с баночки, либо, как я уже и говорил, если кому удобно, с дозатора наносите на ватный диск и протираете все проблемные места. Также вас предупреждаю, что эти лосьоны, конечно же, они не волшебные. То есть, если на улице сильная жара, то, конечно, вы вспотеете. Но просто лосьоны снижают потоотделение, пота будет меньше, и он не будет иметь такого резкого неприятного запаха. И также еще важный момент. Как видите, лосьоны темного цвета. То есть, если вы наденете какую-нибудь светлую одежду, то нужно, конечно, сначала дать лосьону на коже высохнуть. Если на улице жарко, то он буквально за считанные секунды впитается в кожу. То есть, если ему не дать впитаться и сразу надеть одежду светлую, то вероятность будет, что останутся следы. Поэтому лично я за натуральные дезодоранты. Пусть они, конечно, по своему действию и немного уступают покупным по своим свойствам, но зато они безвредные, без химии и не вызывают аллергию. И на этом у меня все. Надеюсь, что информация оказалась для вас полезной. Берите эти рецепты на заметку. Также напишите в комментариях, какими лосьонами, какими натуральными средствами пользуетесь вы в жару. И всем пока!